Стая огненных птиц атаковала РФ. Масштабы разрушений поражают. Украина испытала новое оружие, защиты у России от него попросту нет. Сверхдержава не сможет победить. Заявление высшей власти РФ о поражении в войне. Шутки кончились. Срочное обращение военных к Кремлю. Армия разворачивает оружие против Путина. 40-летний запрет снят. В Госдуме призвали к штурму границы. Техника разнесет половину Финляндии. Захват заложника на Валдае. Разговор Лукашенко с Путиным явно пошел не по плану. Это и многое другое к вечеру субботы, 27 июня. Субботний вечер снег – это правильный способ завершить день. Главные новости прямо сейчас. Я Степан Путила. Поехали. Сезонная миграция фламинго из Украины открыта, и первый ее ощутил на себе российский Волгоград. Минувшей ночью на город налетела целая стая огненных птиц. Украинские крылатые ракеты «Фламинго». Целью стал не двор и не склад, а «Титан-баррикады», один из главных заводов российского ВПК. Влепили красиво, как минимум 5 ракет, 3 прямых попадания, завод заполыхал. Именно здесь куют пусковые для «Искандеров», «Ярсов» и «Тополей». А по данным украинской разведки, возможно, и для того самого «Орешника», которым Путин полгода страшит Европу. То есть Украина дотянулась уже до самой кузницы российских ракет, туда, где рождается то, чем бьют по ее городам. А «Фламинго» к таким перелетам только распробовали вкус. Волгоград встречает сезонную миграцию «Фламинго» из Украины. Продолжение следует. Это не разовый налет, это отлаженный конвейер. По данным Wall Street Journal, украинские дроны и ракеты уже выбили 5-ю часть всей нефтепереработки России и так задавили ПВО, что та трещит. На 1 июнь пришлась треть всех успешных ударов вглубь страны за год. Схема дьявольски проста. Пускают рой, первые дроны вскрывают панцири, а следом по чистому коридору заходят ракеты на заводы. Вот тебе и несокрушимый российский щит. Но это все, судя по всему, лишь разминка. Украина планирует выпустить за этот год больше 7 миллионов дронов против 2 миллионов в прошлом. Рост в разы. А по дальнобойным ударным аппаратам цель выйти на 300 штук в день. Плюс в дело все активнее идут крылатые ракеты «Нептун» и «Фламинго». Боеголовка тяжелее дроновой, а сбить их куда сложнее. Так что российским НПЗ, складам и оборонным заводам, похоже, горячо будет еще долго. Сезон только открылся. Вслед за сдувшимся бунтарем Луниным, о котором нехта рассказывала накануне, в сети уже всплыл новый ролик. Толпа бойцов в балаклавах грозно заявляет, что поддерживает его и что Путина, мол, обманывают про фронт. Мы требуем прямой линии Александра с Путиным, и мы требуем правду. Иначе мы обернем оружие против тех, кто причиняет вред нашим же солдатам. Звучит угрожающе. Вот только кто эти люди? Настоящие ли это части? И когда вообще сняты, никто подтвердить не может. Гуляет видео без рода и племени с перепечаткой из третьих рук. Похоже на ту же бурю в стакане. Вчера один пустозвон погрозил и сдулся, потом десяток анонимов в масках записали страшилку. И не псоли вообще. Пугают грозно, а ВОЗ и ныне там. Ну а вы бы хотели такой бунт? А вот чем Украина скоро будет доставать Кремль, почти фантастика. Киев испытывает оружие, которое стартует не с земли и не с самолета, а с воздушного шара на краю стратосферы. Называется «Дарт». Дешевый аэростат ловит ветер, что дует с запада на восток, прямо на Россию, и тихо несет ракету за сотни километров вглубь мимо радаров. У цели ракета срывается вниз и в финале отключает навигацию, чтобы ее не сбили глушилки, а боевая часть начинена графитовыми нитями, которые замыкают и вырубают электросети. Звучит как кустарщина, но именно такие копеечные штуки и сводят Россию с ума. Шарики долетали аж до Москвы, а на пузырь за пару сотен долларов ПВО тратит ракеты по миллиону. Вот она, новая война. Дешево и сердито, тихо и прямо по ветру. До Кремля на Россию. Крым опять горит, и, кажется, уже не новость, но не от жары и не от топлива, там его нет. В Керчи запылали российские корабли, и вот новые подробности. Бойцы Альфа СБУ ударили по судостроительному заводу «Затока» и накрыли сразу 2 редких военных судна – «Волгу» и «Вятку». Это не простые посудины, каждая стоит сотни миллионов долларов и строилась для подводной военной разведки, разворачивать гидроакустическую слежку и ставить мины на трубопроводы и кабели. Заодно сгорел почти достроенный паром, а в придачу под раздачу попал и прикрывавший пролив С-400, выбили радар и пусковые. И это не разовый налет. Пары дней ранее дроны разнесли центр космической связи под Гусь-Хрустальным во Владимирской области, а там же Альфа СБУ 2-й раз за месяц вдарила по нефтестанции Второво, что гонит топливо к Москве. Картина простая. Украина методично выбивает России глаза, уши и топливо. Связь, разведку, флот, горючее. Полуостров и тылы перестают быть для Кремля безопасным хабом.
«Разнесем половину Финляндии», — пригрозил очередной кремлевский депутат, не стесняясь в выражениях. Власти Финляндии, видя полоумного президента Стубба, который больше всего умеет мячики в гольфе Трампу подавать, ведут ее, не дрогнувшей рукой, в пропасть. Нашей военной техники сосредоточено достаточно, чтобы разнести половину Финляндии. Звучит грозно, вот только за этим рыком, как обычно, бессильная злоба. Разозлила Москву вот что. Финляндия не только сняла 40-летний запрет на ядерное оружие НАТО у своих границ, но и решила открыть у себя центр ремонта американских РСЗО, то есть нейтральный еще недавно сосед вооружается у самого порога России и плевать хотел на кремлевские угрозы. Вот к чему привела путинская война. Финляндия, десятилетиями сидевшая тихо и старавшаяся не вылазить, сама затащила к границе и натовскую ядерку, и американское оружие, лишь бы держать Москву подальше. А в ответ Кремль умеет только брызгать слюной про разнести да обзывать чужого президента. Знакомая пластинка. Только Афины не дрогнули и сделали ровно наоборот. Похоже, грозный кремлевский рык весь мир уже раскусил. Силы за ним давно нет. Но ядеркой в Москве грозят уже во все стороны разом. Буквально накануне, как пишет Reuters, кремлевские ястребы уговаривали Путина бросить переговоры и долбануть ядерным оружием уже по Украине. То по Киеву, то по Хельсинки. Кому именно грозить, у них, похоже, настроение по дням меняется. Вот только чем чаще размахивают этой дубиной, тем меньше ее боятся. На пустые угрозы давно никто не ведется. Вот российский сенатор Пушков, сам того не желая, выдал чистую правду, вроде про США, а попал в Россию с ее соседями. Рассуждая о войне Америки с Ираном, он обронил: «Сверхдержава не может нанести поражение средней региональной державе и заставить ее принять те условия, которые она ей диктует». Сказано про Вашингтон и Тегеран, но как же ловко ложится на Москву и Киев, да и на Финляндию уже. Ведь та же вторая армия мира уже 5-й год не может сломить куда меньшего соседа. Похоже, Пушков сам не заметил, как описал собственную страну. Ну а если бы каким-то чудом вдруг как-то захватили, заселили бы всех своими русскими людьми. А формулу этого человека раскрыл легендарный гений кино. Да-да, легендарный, не бездарный. Никита Михалков на полном серьезе вывел формулу настоящего русского человека. Там есть одно неприличное слово, но я его не скажу, но вы догадаетесь. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и с ним. Глубокомысленно, не правда ли? Особенно из уст человека, который, по данным до войны, зарабатывал по 1,5 миллиона рублей в день, и у которого как раз есть все. Видимо, настоящая русскость по Михалкову — это для других. А вы как думаете, в чем она, эта формула русского человека? Пишите в комментариях. А глава Следственного комитета России, похоже, окончательно перенесся в прошлый век. Александр Бастрыкин вдруг запел оды Ленину и призвал возродить в России пионеров, октябрят и комсомол. Или как там это называется? И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. Помните? А теперь что? Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. И это не все. Его песенка еще не спета. Тот же Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Прямо как при Сталине. Вот вам весь вектор. Галстук пионера на шею, статью с 12. Назад в СССР. Причем в самый суровый его извод. Мне нужно клонировать. Да. Медики есть? Лукашенко пропал, в прямом смысле улетел и не вернулся. Вчера он внезапно сорвался в Россию, к Путину на дачу, а к утру ни слуху, ни духу. Самолет обратно в Минск не летит, заявлений нет, фото нет. Встреча, по словам Кремля, может тянуться и сегодня. Полетел на разговор, да там и застрял. А разговор, судя по всему, не из приятных. Лукашенко вызвали на ковер внезапно, без предупреждения, аккурат после того, как он на неделе вышел из-под контроля. Под нажимом Киева отключил российские ретрансляторы, тайно принимал у себя людей Зеленского, да еще и публично умолял не втягивать Беларусь в войну. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас тянуть в войну. Для Путина это форменная измена. И вот результат. Экстренный вызов на Валдай. Тет-а-тет без свидетелей и камер. Любопытная деталь. Летел Лукашенко с конспирацией как шпион. Посреди пути выключил транспондер над Тверской областью, чтобы не отследили, где приземлиться. О чем двое говорили за наглухо закрытой дверью, можно только гадать. Но картина показательная. Еще вчера Лукашенко хорохорился, грозил Киеву другой войной, а сегодня сам летит к хозяину оправдываться и пропадает там на сутки. Кто кого в этой паре по-настоящему держит за горло, теперь видно невооруженным глазом.
Бензиновый ад дополз уже до края так называемой великой страны. Если еще недавно горючее искали в европейской России, то теперь очереди встали в Чите. Это 7000 километров от Украины. Дальше почти некуда. Машины растянулись так, что перегородили дороги, и даже ДПС не может разрулить этот хаос. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно. Местные власти выкручиваются как умеют, без слез не взглянешь. Мэр Иркутска на полном серьезе пообещал поставить у заправок биотуалеты, чтобы, значит, людям было где скоротать те часы, что они стоят за бензином. Вот и все, социальное государство. Топлива не дадим, зато до туалета далеко идти не придется. Бензина тем временем уже нет в 8 с лишним десятках регионов, а свободным от дефицита остались всего 5. Да и то лишь потому, что машин там раз-два да и обчелся, либо топливо завозят по особой схеме, морем. Люди готовы на ножах просто биться. Вот они, те самые дальнобойные украинские санкции, долетели аж до Забайкалья. Ну а пока все рушится, Путин поздравлял школьников с выпускным. И даже тут не обошелся без своей заезженной пластинки. Вывалил на детей все разом. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Выпускной бал вроде бы звучит как методичка с телеэкрана. Не про мечты, не про будущее, сразу ген победителя и предки против нацизма. Человек так застрял в своей параллельной реальности, что не может выползти из нее даже перед вчерашними 11-классниками. А под занавес свежий подарочек победителям. Путин подписал закон о госучете всех телефонов по номеру IMEI. Аппарат, которого нет в базе, просто отрубят от связи. Подается как борьба с мошенниками, но на деле каждая трубка в стране теперь под колпаком, и отключить неугодного можно будет одним кликом. Вот поэтому и берегите доступ к правде, маскируйте в сети. NextStep VPN – наш надежный и быстрый способ оставаться на связи и видеть мир без кремлевских фильтров. А до 30 июня на годовые тарифы действует летняя скидка. Все ссылки под видео. Ну а на этом пока все. Берегите себя и оставайтесь на связи, что бы ни случилось. До скорого.